Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю апельсиновый торт, в составе которого очень много апельсинового сока. Апельсиновый сок входит и в состав бисквита, и в состав пропитки для коржей, и в состав крема. Поэтому и торт получается как один большой-пребольшой апельсин. Очень вкусный, очень нежный и очень-очень апельсиновый. Давайте приготовим. Для апельсинового бисквита нам понадобится 4 крупных куриных яйца, 130 грамм сахара, 160 грамм муки, 40 грамм крахмала. У меня картофельный, но можно взять кукурузный. 1 крупный апельсин, нам понадобится цедра апельсина и 80 мл апельсинового сока. И 6 грамм разрыхлителя для теста. С половины апельсина снимаем цедру и выдавливаем сок. Для бисквита нам понадобится 80 мл. Смешиваем муку, крахмал и разрыхлитель для теста. Смешиваем как можно тщательнее, для того, чтобы сухие ингредиенты равномерно распределились по объему. А затем просеиваем. Готовить бисквит я буду без разделения яиц на желтки и белки. Куриные яйца должны быть не прямо из холодильника, они должны быть комнатной температуры. Поэтому их нужно предварительно достать и дать согреться. На средних оборотах миксера взбиваем яйца 1-2 минуты. Затем постепенно порциями, не прекращая взбивания, добавляем сахарный песок и взбиваем до образования легкой воздушной массы. Нам нужно взбить яйца до такой степени, чтобы этой массой можно было рисовать, то есть след, оставленный на поверхности, оставался бы видимым в течение нескольких секунд. Проверяем это, периодически останавливая миксер. Вот сейчас она уже вроде бы легкая и воздушная, но след от теста исчезает практически мгновенно. Поэтому взбиваем дальше. Сейчас тесто уже оставляет след на поверхности, но он стекается еще очень быстро. Взбиваем вот до такого состояния. Бисквитной массой можно рисовать, и след от теста остается видимым в течение нескольких секунд. Кладем апельсиновую цедру. Апельсиновый сок нагреваем до кипения. И в 3-4 приема вмешиваем мучную смесь. Вмешиваем, как обычно мы замешиваем бисквитное тесто, складывающими движениями, очень аккуратно, стараясь максимально сохранить тот объем, который мы достигли взбиванием яиц. Лопаточкой двигаемся снизу вверх. И в последнюю очередь вмешиваем в тесто, доведенный до кипения, апельсиновый сок. В результате получается вот такое очень нежное, очень ароматное, очень легкое бисквитное тесто. Выпекать бисквит я буду в разъемной форме для тортов диаметром 24 см. Низ формы я застелила бумагой для выпечки, борта ничем не смазывала. Форму можно несколько раз прокрутить, чтобы бисквит был ровным. Выпекаем бисквит, предварительно разогретый до 170-180 градусов Цельсия духовки. Печется бисквит примерно 30-35 минут. Готовность определяем либо легким надавливанием на середину, либо при помощи деревянной палочки. Она должна выходить чистой, без следов теста. Испеченный бисквит ставим на решетку и дадим полностью остыть. А затем вырезаем из формы. И посмотрите, какой легкий воздушный бисквит у нас получился в результате. Возвращаем бисквит на решетку и оставляем на несколько часов на решетке, для того, чтобы бисквит выстоялся. Обычно рекомендуется оставлять бисквит на 5-6 часов. После того, как бисквит выстоится, его можно будет разрезать. Разрезаем бисквит на 3 коржа. Бисквит высокий, поэтому с этим не будет никаких проблем. И посмотрите, какой он красивый, пористый, воздушный, легкий и очень ароматный. Бисквит пока откладываем. Для крема нам понадобится 3-4 крупных апельсина, нам понадобится 350 мл апельсинового сока и цедра одного апельсина. Желательно использовать свежеприготовленный апельсиновый сок, но как вариант можно обойтись пакетированным. 250 грамм сгущенки, 200 мл жирных сливок для взбивания,
Я обычно беру 35% сливки, 40 грамм крахмала и 5 грамм порошкового желатина. Итак, нам понадобится 350 мл апельсинового сока и цедра одного апельсина. Цедры вы можете взять по вкусу, больше, меньше, или готовить крем без цедры. Желатин заливаем небольшим количеством апельсинового сока и оставляем набухнуть. Апельсиновый сок берем из общей нормы. Апельсиновым соком разводим крахмал. Разводим до текучего состояния. В кастрюльку перекладываем сгущенное молоко. Выливаем оставшийся апельсиновый сок. Кладем апельсиновую цедру. И размешиваем, чтобы сгущенка разошлась. Вливаем крахмальный раствор. Размешиваем. Ставим на плиту и варим до загустения. Это я оставляю за кадром. Я думаю, здесь все и так понятно. В результате получается вот такой по густоте апельсиновый крем. По консистенции, на мой взгляд, он очень напоминает обычный заварной крем. Переливаем крем в отдельную мисочку и накрываем. Пленку кладем прямо на поверхность крема, чтобы под пленкой не образовался конденсат. И в таком виде оставляем остыть до теплого. Когда заварная основа остынет до теплого, не нужно дождаться, когда она остынет до комнатной температуры, мы продолжим приготовление крема. Набухший желатин аккуратно нагреваем, чтобы он полностью разошелся. Вливаем в заварной крем и размешиваем. Достаем из холодильника сливки. Для того, чтобы сливки легко и охотно взбились, они должны быть не только жирными, но и очень холодными. Поэтому до того момента, когда мы начнем работать со сливками, они должны быть в холодильнике. Очень желательно предварительно охладить и емкость, в которой вы будете взбивать сливки, и даже лопасти венчика. Взбиваем сливки на средних оборотах миксера до устойчивого состояния. Очень желательно сливки не перебить, они должны хорошо держать форму, но при этом остаться мягкими. Во взбитые сливки порциями вмешиваем подготовленный ранее апельсиновый крем и аккуратно размешиваем миксером. В результате получается вот такой очень легкий, красивый и вкусный крем. На сервировочную тарелку выкладываем первый корж. Пропитывать коржи я буду апельсиновым соком, но как вариант можно приготовить сахарный сироп. Устанавливаем кондитерское кольцо и выкладываем примерно половину всего подготовленного крема. Кладем следующий корж. Его также пропитываем апельсиновым соком. И выкладываем вторую половину крема. Оставшийся третий корж я также слегка пропитаю апельсиновым соком. Сверху я, как правило, кладу тот корж, который был самым нижним, поскольку он обычно самый ровный. Ставим наш торт на 3-4 часа в холодильник, чтобы крем стабилизировался и застыл. Украшать торт я буду розами из апельсина. Для этого апельсин разрезаем пополам и затем нарезаем на тонкие дольки. Для фиксации розочек нам понадобится крепкий желатиновый раствор. Я приготовила его из 10 грамм порошкового желатина и 70 мл воды. Несколько долек апельсина обмакиваем в желатиновый раствор и выкладываем внахлёст. Вот таким образом. Обычно на одну розочку требуется 4-5 долек, в зависимости от размера апельсина. И сворачиваем рулон. Пока не стремимся, чтобы роза была похожа на розу, просто сворачиваем. Ставим наш рулончик в какую-то небольшую по размеру чашечку, рюмочку. И художественно расправляем лепестки, чтобы наш рулончик стал похож на розочку. Сверху для дополнительной фиксации можно полить желатином. Убираем наши розочки на несколько часов в холодильник. Через несколько часов достаем торт из холодильника и аккуратно снимаем форму. Проходимся ножом вдоль стенок формы и аккуратно ее снимаем. Достаем из холодильника розочки и достаем розочки из наших рюмочек, стаканчиков. И посмотрите, как хорошо они держат форму.
При необходимости розочки можно подровнять. Вот таким образом просто срезайте ножом лишнее. Для украшения торта нам понадобится 200 мл сливок для взбивания. Я также возьму 35% сливки. И сахарная пудра по вкусу. Я взяла 30 грамм, но вы можете взять сахарной пудры больше, меньше, либо взбивать сливки и вовсе без пудры. Сливки также должны быть очень холодными. Сразу же добавляем к сливкам сахарную пудру и взбиваем до устойчивого состояния. Как вариант, чтобы сливки дольше держали форму, можно добавить к сливкам пакетик закрепителя. Наносим сливки на верх и бока торта. Украшаем розами из апельсинов. Бока торта я посыплю рубленым белым шоколадом. Ставим торт еще минут на 20-30 в холодильник. И наш торт готов. Торт получается очень легким, очень нежным, очень ароматным, очень апельсиновым. В нем присутствует небольшая апельсиновая горчинка, которая лично мне очень нравится. Но вы всегда ее можете скорректировать количеством цедра. Итак, наш апельсиновый торт готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.